Ну вот мы и проникли в подполье. Почти что котельная Фредди Крюгера. И тут все под напряжением, слышите, как гудит электричество. Здесь находится лифт, который к тому же еще и в рабочем состоянии. Опа, вот это интересная штука. Это водолазный костюм. Здесь целый ящик пива, упаковка баночного пива, щедро оставленный крысиный яд. Именно здесь готовили еду для высокопоставленных гостей этой виллы. Я здесь как на ладони для всего персонала комплекса и для охраны. Все сделано с огромным вкусом, стильно и в то же время без каких-то дешевых понтов, типа золотых унитазов. Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Наверное, многим из вас хотелось бы хоть раз в жизни побывать в здании, которое строилось специально для президента страны. Но, увы, не у каждого бывает такая возможность. У меня такая возможность появилась, причем посмотреть это здание не с официальной экскурсией, где все прилизано, причесано и показывают только то, что запланировано по программе экскурсий, а побывать на заброшенной вилле президента нелегально, и такой возможностью я с удовольствием поделюсь с вами. Сейчас мы вместе отправимся осматривать виллу, построенную для президента Югославии. Итак, погнали! Давайте начнем с вами осмотр этой виллы с технических помещений, а именно с котельной, которая обслуживала эту виллу, которая рабочая, полностью рабочая сейчас. Вероятно, на нее завязаны другие корпуса на территории, которые сейчас действуют. Вот такие вот невероятные разветвления труб, водяные насосы, причем их здесь два, я так понимаю, что один дублирует другой. Различные датчики. Все это полностью рабочее, все это сейчас в рабочем состоянии. Просто сейчас закончился отопительный сезон, и поэтому сейчас все это выключено. Посмотрите, сколько здесь всяческих труб, механизмов. Все это на 100% в рабочем состоянии. Вот здесь вот смотрим таблички. Подогреватель апартаментов. Да, судя по надписям, эта котельная работает не только на эту виллу. Посмотрите, здесь доступ к радиаторам. Мы с вами видели подобные вещи на промышленных предприятиях, в климатических системах на промышленных предприятиях. Вот здесь вот вся электрика. Все это абсолютно рабочее. Здесь какие-то пометки местных монтеров. Почти что котельная Фредди Крюгера. А вот и раковина для местных монтеров. И вот, друзья, мы с вами уже внутри этого объекта. На первом этаже, точнее, здесь это называется приземли, нулевой этаж. Здесь небольшой бар с портретом Тита и множеством различных фотографий, на некоторых из которых тоже мы можем видеть Тита, как, например, здесь с королевой Великобритании, или вот здесь вот. Кстати, Тита очень любил собак. И эта фотография, если не ошибаюсь, сделана в его резиденции Бриуни в Хорватии. Ну, а мы давайте посмотрим бар. Это подсобка бара. И посмотрите, здесь ящик пива запечатанный. Обалдеть! Правда, вот со сроком годности, по-моему, проблемы. По 2017 год. Но ни одна банка даже не вздулась.
Давайте пройдемся по помещениям нулевого этажа, пока здесь все пусто. Опа, вот это интересная штука. Смотрите, это водолазный костюм. Это настоящий водолазный костюм. Вот это да. Вот уж чего-чего, а этого я не ожидал увидеть на президентской вилле. Вот только посмотрите, сколько здесь всего интересного. Вот это, кстати, я так понимаю, старые акваланги. И системы для подачи воздуха. Этот ящик сейчас пуст. И эти приспособления использовались, если я не ошибаюсь, для проецирования различных чертежей. А вот это фотоувеличитель. Старый фотоувеличитель. Печатная машинка. Но самое интересное здесь вот эти вот приборы военного назначения. Похоже, это армейский телефон. Вот тоже довольно интересное приспособление. Для чего оно использовалось? Если кто-то знает, пишите в комментариях. Это все войсковое военное оборудование. В этом помещении ничего особо интересного, просто склад старых стульев. Смотрите, старые плакаты, не знаю, где они использовались, но это явно еще югославских времен. А здесь мы можем видеть сауну. Итак, друзья, мы в президентской сауне. Вот это вот автоматика, которая задавала температуру внутри парилки. И давайте пройдем в саму парилку. Она достаточно небольшая, но все очень приятно сделано. Здесь же душевая кабина сразу по выходе из парилки. Сейчас здесь навален всякий хлам. А вот за этими сдвижными дверьми, посмотрите, как все стильно и красиво сделано. За этими сдвижными дверьми находится кабинет гидромассажа. Еще одно помещение, которое использовалось под склад всякого барахла. Старые телефоны, аппараты, компактная печатная машинка и очень интересный телефонный аппарат «Искра». Кто знает, что это за техника, с нетерпением жду вас в комментариях, для чего применялась такая техника. Вот еще довольно интересное устройство Panasonic KX-TDA-30. Видимо, это какая-то компактная телефонная станция, я так понимаю. Обратите внимание, здесь разъем под SD-карту. И SD-карта на 32 гигабайта. Не мегабайта, а гигабайта. И вот просто один из невероятных моментов. Здесь находится лифт, который к тому же еще и в рабочем состоянии. Вот кабина лифта. Здесь все работает. Смотрите, как шикарно была отделана эта кабина. Все обтянуто мягкой тканью. Опасно для жизни. Привод лифта. Посторонним вход воспрещен. А это и есть тот самый привод лифта. И тут все под напряжением. Слышите, как гудит электричество? Мы сейчас с вами попали во внутренний коридор. Сюда не проникает свет с улицы. Посмотрите, 2013 год. Именно в 2013 году компания «Азмонт», азербайджанский девелопер, которая построила престижный курорт и люксовый жилой комплекс Порто-Нови в Черногории. На 3 года они с 2013 года арендовали эту президентскую виллу. А вот это как раз участок, выделенный компанией «Азмонт» под застройку, где они построили комплекс Порто-Нови. Кстати, у меня на канале есть видео об истории Кумбара, так называется место, где был построен комплекс Порто-Нови, и об очень интересной военной больнице, до сих пор расположенной на этой территории. Переходите по ссылочке, а мы продолжаем. Неудивительно, что мы видим здесь различные макеты. А в этих помещениях был склад старой мебели, шикарной мебели, еще с 80-х годов, которая находилась в президентских апартаментах, в апартаментах гостей.
высокопоставленных гостей. В этом коридоре явно была представлена какая-то экспозиция. Сейчас это уже все поснимали, сейчас здесь ничего не осталось. Но это уже из современных времен. Вот один из залов, который тоже претерпел современный ремонт, и здесь, к сожалению, не осталось ничего от оригинального интерьера 80-х годов, когда была построена эта вилла. Здесь вот очень интересная особенность. Под нами сейчас пол, слышите, наверное, он застелен арголитом. То есть под нами пустое пространство. И сейчас мы попробуем найти вход туда вниз. Вот и вход в помещение под полом. Давайте попробуем сейчас туда спуститься. Ну вот мы и проникли в подполье. На самом деле в Титово времена, когда эта вилла строилась, это планировалось под бассейн. Причем здесь бассейн был с освещением подводным. Вот вы можете видеть здесь лампы освещения. Но когда в 2013 году эту виллу арендовала компания «Азмонт», они посчитали, что бассейн им здесь не нужен, а помещение бассейна переоборудовали под большой зал, под большой конференц-зал. На втором этаже располагаются гостевые апартаменты. Всего здесь 5 номеров для 5 гостей. И здесь же находится основная кухня. Именно здесь готовили еду для высокопоставленных гостей этой виллы. И, конечно, оснащение этой кухни на тот момент было самым современным. Здесь расположено профессиональное кухонное оборудование. А производитель всего этого оборудования – югославская фирма ИГО из Любляны. И, кстати, подобное оборудование мы с вами видели в ролике про заброшенный туберкулезный диспансер и онкологическую больницу. Его вы можете посмотреть по ссылочке. Щедро оставленный крысиный яд. Здесь находились подсобные помещения. Я так понимаю, что все это отреставрировано было уже в середине 2010-х, когда эту виллу арендовала компания «Азмонт». А это родное оборудование еще с югославских времен. Видимо, здесь была своя АТС, телефонный коммутатор. Ну и вот здесь я так понимаю, что мы попадаем уже в апартаменты. Комната 1. Нет, это не апартаменты, здесь были офисные помещения. И здесь можно видеть много интересных старых фотографий. К сожалению, они все в плохом состоянии, тут все склеилось. Вот, например, на этой фотографии мы можем видеть Йосипа Броза в 1977 году. Очень много интересных фотографий военной тематики. Очень много военных фотографий. Какие-то партийные конференции, мероприятия. Да, за изучением этих фотографий тут можно провести много времени. А вот это значки. Югославская народная армия. Фотографии Тита. Я так понимаю, что да, это был просто тираж одинаковых фотографий президента Югославии. А сейчас по этим фотографиям ползает паук. Еще одно административное помещение, но здесь кроме мебели ничего интересного мы не увидим. А это был действительно гостевой номер. Ну а вот здесь как раз уже были апартаменты для гостей. Вот такие просторные комнаты предназначались для гостей этой виллы. Здесь же санузел, тоже весьма и весьма прилично.
апартаменты под номером 4. Похоже, что апартаменты под номером 5 предназначались для более высокопоставленных гостей. Здесь уже более просторные апартаменты из 2 комнат, точнее даже из 3 комнат и комфортабельного санузла. А в этом помещении был склад, я так понимаю, для горничных. Апартаменты номер 2 тоже явно предназначались для более важных гостей. Посмотрите, все интерьеры выполнены в едином стиле. Везде вот это вот потрясающее освещение, характерное для 80-х годов. То есть все интерьеры, они явно сохранились с тех самых времен, когда эта вилла была построена. К сожалению, здесь мы уже можем видеть протечки на стенах. Но по большому счету все интерьеры здесь примерно идентичны. В здании есть вода. И пройдем в апартаменты номер 1. Мебель тоже везде одинаковая, разве что отличается тканевой обивкой. В здании, как и у людей, бывают очень разные судьбы. Вот эта роскошная вилла, например, не дождалась всего несколько месяцев своего будущего хозяина. Начало 1980 года. Пожизненный президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Йосип Броз Тито тяжело болен. Через пару месяцев он впадает в кому и в мае 1980 года умирает. А в это время на территории Черногории, на Черногорском побережье, строится очередная роскошная вилла, которая предназначалась для президента Югославии Тита. Строительство этих апартаментов было завершено уже после смерти Йосипа Броза Тита. 2-й этаж, и вот в этом центральном холле, где, собственно, принимали гостей, мы особо задерживаться не будем, потому что он выходит на улицу, и мне не хотелось бы, конечно, чтобы мое присутствие здесь кто-то заметил. И, к слову, здесь в этом холле сейчас настоящий бардак. Посмотрите, а здесь неоткрытые бутылки пива. Рядом с главным холлом, где принимали гостей, приезжающих на виллу, находится ресторан. Давайте посмотрим помещение кухни. Здесь находилось целых 2 лифта. Это кухня при ресторане, и здесь тоже, я так понимаю, только фактически разогревали блюда и, возможно, готовили холодные закуски, потому что основная кухня находится этажом ниже. Традиционная югославская плита, 2 конфорки электрических, 2 конфорки газовых. Еще старый 80-х, наверное, годов кондиционер. И интересная памятка, как мыть руки 6 шагов для более эффективной гигиены рук. Здесь же на кухне ресторана расположена панель. Здесь обозначены помещения, из которых производился вызов обслуживающего персонала. В соседнем же помещении с рестораном находился конференц-зал. На стене мы можем видеть логотип Порто Нови. Это проект Азмонд, азербайджанской фирмы, последнего единственного арендатора этой виллы. И, собственно, логотип самого Азмонд. И вот интересная табличка в центральном холле на лестнице. Наверху расположены президентские апартаменты, а этажом ниже расположены апартаменты с номера 1 по номер 5. То есть всего здесь было 5 апартаментов для гостей и апартаменты для президента. По роскошной парадной лестнице, отделанной мрамором и красным деревом, мы поднимаемся на 3-й этаж, где располагались самые главные апартаменты президента страны, апартаменты президента Югославии. В холле, помимо роскошной белоснежной мебели, находится лифт, который мы с вами уже видели на 1-м этаже. И смотрите, как интересно была здесь сделана индикация.
Еще из интересных технических решений стоит отметить такой вот электрощит, спрятанный за панелями красного дерева. Внутри этого электрического шкафа мы можем видеть, помимо всех предохранителей, находящихся во включенном состоянии, еще и документацию по этой проводке. Электрическая схема, вот как составляли такую документацию на объектах для первых лиц государства. Здесь же рядом с выключателями и кнопками вызова прислуги находится вот такой интересный шкафчик. Вообще это индикация для обслуживающего эту виллу персонала. Здесь мы можем видеть наименование помещений: спальня женская, ванная комната женская, ванная комната мужская, спальня мужская, салон с камином, обеденное помещение и так далее. И здесь сверху индикация, то есть если, предположим, кто-то из гостей этой виллы или президент вызывает прислугу, то загорается соответствующая лампочка. Но здесь же находятся и кнопки, аналогичные тем, что расположены в самих апартаментах. Поэтому не совсем понятно предназначение этого шкафчика, тем более на такой маленькой высоте. Первое помещение на президентском этаже – это огромная шикарная гостиная с камином. Видимо, предполагалось, что президент здесь будет принимать своих гостей, вести какие-то, возможно, неофициальные переговоры. Кстати, еще интересный момент – это отделка дверей. С наружной стороны это просто деревянная дверь, а внутри она отделана таким дермантином, который создавал здесь дополнительную звукоизоляцию внутри помещения. Это соседняя комната с каминным залом, и мы попадаем уже непосредственно в апартаменты, которые предназначались для Йосипа Брос Тита и его жены Иванки Брос. Здесь была библиотека. Во всех помещениях стояли датчики, позволяющие выставлять нужную температуру. Еще на стене мы можем видеть два прибора, измеряющих влажность воздуха. Как я понимаю, они дублировали один другой. Здесь же перед входом уже непосредственно в апартаменты Тита и Йованки располагается небольшая кухня. Я думаю, что она использовалась исключительно для приготовления каких-то легких блюд, точнее, скорее даже для их разогрева, предварительно приготовленных блюд на основной кухне. Посмотрите, интересно, традиционная югославская плита. 2 конфорки работают от электричества и 2 конфорки газовых. И здесь же находится лифт для продуктов, лифт для готовых блюд, которые поднимали с основной кухни. Кабинка этого лифта как раз остановилась этажом ниже, на этаже основной кухни. И вот мы с вами находимся уже непосредственно в апартаментах президента Югославии. Несмотря на то, что сам Йосип Брос здесь не жил, а эта вилла неоднократно использовалась для проведения различных партийных конгрессов еще во времена Югославии. Сюда приезжали гости, высокопоставленные гости из других стран. Здесь проводились официальные встречи. И вот эти номера, естественно, использовались самой высокопоставленной элитой Югославии, позднее Сербии. Внутри одного из гардеробов располагается шкаф под телекоммуникационное оборудование. Вот здесь мы видим сетевые разъемы наверху, и я так понимаю, что это уже было сооружено в наши времена, когда эта вилла была в аренде у азербайджанской фирмы. В коридоре между 2 апартаментами Йованки и Иосипа Броза находятся 2 санузла, один как раз для президента Югославии и второй для его жены. Парикмахерское кресло, ванная, туалет. Причем посмотрите, насколько все сделано с огромным вкусом, стильно и в то же время без каких-то дешевых понтов, типа золотых унитазов. Коридор отделан большими зеркалами с человеческий рост. И, двигаясь по коридору, мы попадаем уже в туалет, предназначенный для супруги президента. Кстати, что интересно, во всем здании есть вода. Работает электричество, есть вода.
За многие годы, которые я посвятил изучению заброшенных мест, мне первый раз довелось побывать на президентской вилле. Причем на вилле, построенной для президента одной из крупнейших европейских держав времен противостояния двух систем – социалистической и капиталистической. До этого момента пальму первенства самых необычных объектов в моем личном рейтинге посещенных мест занимал город мертвых, затерянный среди Кавказских гор. Видео о нем вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего.